Всем здорово, Рибентос, и в данном ролике я составил для вас топ из 10 сильнейших запрещенных техник, которые были показаны в аниме Наруто и Боруто. Но скажу сразу, данный топ сделан лично по моему мнению, и оно у всех разное. Поэтому, если вы со мной не согласны, напишите, пожалуйста, свой топ в комментариях и обоснуйте свой ответ. А вот 5 рандомных ребят, которые нашли символ стихии Инь и Янь в прошлом ролике. Спасибо вам, ребята, за актив. А если ты тоже хочешь попасть в следующий видосик, то в данном ролике найди символ страны звука и в комментариях напиши тайм-код к этому моменту. Я Ван Кайф, и я желаю вам приятного просмотра. Прежде чем мы перейдем к самому топу, я бы хотел рассказать немного о запрещенных техниках и почему они так называются. В оригинале запрещенные техники называются киндзюцу, но не говорите, пожалуйста, кендзюцу, ведь киндзюцу это техники, которые используются исключительно с помощью меча, а киндзюцу это техники, которые были запрещены как для обучения, так и для использования. То есть шиноби из нового поколения, такие как Боруто и компания, вообще не должны знать о их существовании. Чтобы техника называлась запретной, то есть киндзюцу, она должна соответствовать одной из 3 категорий, по которым и определяется, запретная она или же нет. Если же техника наносит огромный урон не только врагу, но и самому пользователю, она уже относится к виду киндзюцу. Ко 2 категории относятся техники, для использования которых требуются человеческие жертвы. И 3 категория – это техники, которые создают огромнейший урон, способны разрушить огромные территории или даже целые страны, а соответственно все жители этой деревни, которые попали в радиус техники, погибают. Ну и последнее, что нужно знать о киндзюцу, это то, что запрещенными могут быть не только техники, но и режимы, о которых мы потом еще поговорим. А теперь уже можно переходить к самому топу, который открывает техника под названием Ярость. Это самая мощная ниндзюцу малоизвестного клана Цучигуму. Для ее использования пользователь собирает чакру из окружения, тем самым заряжая технику. И соответственно, чем больше чакры он собрал, тем мощь разрушения будет больше. Масштаб этой техники настолько огромный, что взрыв может уничтожить целые деревни. И именно из-за ее невероятной мощи 3-й Хокаге отнес ее к виду киндзюцу. Но несмотря на большую мощь этой техники, Утаката, войдя в режим Джинчурики, смог поглотить и уничтожить ее. Проклятая метка Орочимару. Это техника, которая позволяет брать других людей под свой контроль путем нанесения на них определенных меток. С помощью ручных печатей данная метка может быть активирована, чтобы убить человека. Каждое новое использование метки вызывает сильную физическую боль у неподготовленного пользователя, и на момент ее активации метка подавляет чакру носителя и заменяет ее сен-чакрой Орочимару, что приводит к усилению техник. Всего есть 2 уровня данной метки. При активации 1-го уровня печать покрывает тело пользователя однообразным узором, а вот при активации 2-го уровня метка вызывает физическую трансформацию всего тела пользователя. В этом состоянии печать пожирает разум и личность владельца, доводя его до безумия, если использовать ее слишком часто. Но опытные пользователи способны трансформировать определенные части своего тела. Бьякуго но дзюцу – это запретная техника, которую могут использовать только те, кто владеет техникой божественной регенерации. И в принципе это 2 одинаковые техники. Однако божественная регенерация восстанавливает раны за счет ускорения деления клеток. А вот Бьякуго создает непрерывный автоматический эффект, в результате которого мгновенно восстанавливается любой урон. И при этом не нужно складывать ручные печати. Регенерация данной техники настолько быстра, что даже раны, полученные в результате проникновения 2 гигантских мечей через живот Цунаде, были полностью исцелены за считанные секунды после излечения лезвий. Ринне Тенсай – это техника перерождения, используемая при помощи внешнего пути. С ее помощью пользователь ценой собственной жизни может воскресить мертвых людей. Для ее использования владелец Риннегана призывает короля ада, который освобождает души умерших из своей пасти. Души умерших могут быть возвращены, даже находясь между жизнью и загробным миром, возвращаясь к своим физическим телам. Применение техники ведет к ослаблению пользователя, а его волосы становятся белыми, как это было
было и с Нагато, но и в конечном итоге, после завершения техники, сам пользователь неизбежно умирает. Масштабы и сила Рины Тенсей до конца неизвестны, однако пользователь может воскресить либо большое количество недавно погибших людей, либо одного человека, который умер более 10 лет назад. Шинигами или же Бог Смерти – это запретное фундзюцу, созданное кланом Узумаки. Главное сила Шинигами заключается в способности насильно извлекать душу того, кто призвал его при помощи танто, которое он держит в зубах. После чего Шинигами отрезает души людей и забирает их в свой желудок, и эти души не могут быть возвращены к жизни. Но это можно исправить, если сорвать печать. Для этого пользователю необходимо обладать маской Шинигами, которая находится в храме масок клана Узумаки. Человек, надевший эту маску, может вызывать бога смерти, после чего пользователю необходимо разрезать желудок появившегося Шинигами, тем самым распечатав все души, которые в нем находятся. Однако взамен этого пользователю придется пожертвовать собственной жизнью. Изанами и Изанаги – это два запретных гиндзюцу, которые могут использовать лишь обладатели Шарингана. Начнем с Изанаги. С его помощью пользователь погружает в иллюзию саму реальность, обретая контроль над тем, что является и не является реальным на момент активации техники. И Изанаги используется именно для того, чтобы защитить себя, нейтрализуя любые полученные травмы или даже смерть. Изанаги была основана на технике создания всего сущего, которую мудрец шести путей использовал для преобразования воображения в реальность. Также после использования Изанаги пользователь навсегда теряет свой глаз, который активировал это гиндзюцу. А теперь идем к Изанами. Оно влияет на противника с помощью физических ощущений, разделяемых между ним и пользователем, и оно действует на все 5 чувств человека. В отличие от Изанаги, которая может изменить судьбу человека, Изанами может изменить все. Находясь под действием техники, цель неподвижно стоит на месте, в то время как цикл событий постоянно повторяется в ее голове. Каждый раз, когда петля повторяется, любые физические повреждения сбрасываются на начальную степень цикла, хотя останки отсеченных придатков не исчезают. После использования Изанами пользователь также навсегда теряет свой глаз. 8 внутренних врат, которые по факту и не являются техникой, но они все равно относятся к виду киндзюцу, ведь после использования всех 8 врат пользователь неизбежно умирает. Данная способность позволяет снять ограничения со своего тела, однако это приводит к увеличению нагрузки на все тело в целом. Посредством интенсивных тренировок пользователь в состоянии преодолеть свои физические ограничения ценой серьезного урона для своего тела. Из-за огромного количества чакры, которые одновременно наполняет тело пользователя, его внешность может кардинально измениться. Больше всего изменяется цвет кожи, набухание вен на лице и обезличивание глаз. Зеленая аура, которая начинает окружать пользователя, является потом, который интенсивно испаряется из организма в связи с резким повышением температуры тела пользователя. Рассказывать о способностях всех врат я не буду, ведь я уже делал это вот в этом ролике, поэтому идем дальше. Эдо Тенсей. Данная техника была создана вторым Хокаге Табирамой Сэнджу, с помощью которой умершие души могут привязываться к телам живых людей, тем самым возрождаясь. По словам Якуши Кабута, который практически довел технику до совершенства, сказал, что она не таит в себе опасности для пользователя, из-за чего он называет Эдо Тенсей величайшей и сильнейшей техникой в мире шиноби. По словам Учихи Мадары, техника была создана для того, чтобы с помощью мощных техник возрожденных людей уничтожать поля битв. После того, как человек был воскрешен, пользователь может полностью подчинить его своей воле. Использует специальный талисман, предоставляющий собой печать, прикрепленную к кунаю, который он внедряет в голову. После ввода куная, тело и одежда оживленного принимает привычный облик, и пользователь может удаленно управлять им. У разных пользователей этой техники разные талисманы. Например, талисман Орочимару полностью подавляет личность воскрешаемого, превращая его в безвольное оружие. Кабута предпочитает сохранять личность определенных призванных. Этот метод дает воскрешенным возможность использовать свои собственные способности, воспоминания и тактики, что увеличивает их эффективность в бою. Однако этот вид контроля таит в себе опасность, так как благодаря свободной личности душа способна вырываться из-под контроля техники и обратно вернуться в мир мертвых. И сильнейшие киндзюцу, по моему мнению, это режим Барион. Если же с помощью Эдо Тенсей можно воскресить шиноби, который владеет 8 внутренними вратами, то он смело сможет их юзать.
Но вот с режимом Бариона куда сложнее, ведь для его использования нужен не только человек, но и, конечно же, сам Курама, который по факту является главным источником данного режима. На данный момент умер именно Курама, а не его джинчурики, то есть перерождения здесь по факту не должно быть, ведь скажу еще раз, умер именно Курама, а не Наруто. Режим Барион, как и 8 внутренних врат, относится к виду киндзюцу из-за того, что забирает жизнь. Только в данном случае умирает хвостатый зверь. При использовании режим кардинально улучшает все рефлексы, увеличивает скорость и силу Наруто до такой степени, что он превосходит даже способности Ишики, позволив ему поймать в воздухе черные стержни, которые даже Саски с помощью своего Шарингана не смог увидеть. Также при каждом контакте с Наруто, жизненная энергия врага будет постоянно уменьшаться, что приведет к уменьшению продолжительности его жизни. И в принципе это все. Но еще бонусом я добавлю, что Расен Сюрикен также относится к виду киндзюцу, ведь он наносит вред пользователю. Но я не добавил его в данный топ только по той причине, что Наруто смог устранить эту проблему, а соответственно никакого урона от его использования он не получает. А теперь уже ролик точно подходит к концу. Если я что-то упустил или не добавил какую-то технику, которая заслуживает быть в данном топе, вы можете написать это в комментариях. А на сегодня у меня все. Я надеюсь, что данный ролик вам понравился и вы оцените мой труд лайком и также подпишитесь на канал. Также не забудьте, пожалуйста, включить уведомления, чтобы не пропускать мои новые видосики. Ссылочки на наши паблики в Инстаграме, Телеграме и на беседочку в Дискордике будут, как всегда, в описании. Там же будет ссылочка, где вы сможете помочь нашему каналу развиваться. А с вами был Ванкайф, и я желаю всем удачи. Всем пока.